Привет! Вот за что мне импонирует компания QCY, так это за подход к своим продуктам, а точнее за то, что они прислушиваются к мнению пользователей. И сегодняшняя модель наушников под названием T8S очень яркий тому пример. Дело все в том, что предыдущая модель T8 получилась в принципе неплохой, особенно учитывая ее стоимость, но при всем при этом была не лишена недостатков, или лучше сказать, некоторых неудобств. И вот в данном обновлении они постарались все поправить, а получилось у них это сделать или нет, сейчас я тебе расскажу. Итак, первое, что поменяли, это упаковку. Теперь она выполнена в новом стиле, в принципе такой мы уже с тобой встречали в обзоре на QCY T10. Скажу, как и в прошлый раз, что предыдущий вид коробки мне нравился больше. И тем не менее, комплект поставки здесь все тот же. Кейс с уложенными в него наушниками, кабель для зарядки и краткое руководство пользователя. Сама гарнитура внешне не претерпела ни малейшего изменения. Зарядный кредл по-прежнему матовый снаружи и глянцевый внутри. На передней стороне имеется одна кнопка активации и сброса до заводских настроек и единственный статусный светодиод состояния. А в нижнем торце установлен Type-C разъем для зарядки. Емкость встроенного аккумулятора составляет 380 мАч. Габаритные размеры все те же, это 48 мм в длину, 52 в высоту и 24 в толщину. Полный вес кейса с наушниками внутри составляет 41 грамм, без 33. Качество сборки идентичное, крышка открывается и закрывается свободно, без доводчика в петле, а в закрытом состоянии фиксируется на магнит. Непосредственно с наушниками история та же самая. Внешне они похожи как две капли воды с моделью T8, но вот аппаратно изменили многое. Первым и одним из самых важных неудобств для некоторых пользователей было управление. Его здесь переработали полностью. Перенесли сенсор с торца на внешнюю часть ножки, а также добавили и перенастроили жесты. С помощью фирменного приложения QCY, которое теперь официально есть в Google Play Market, можно настроить свои наушники. Для переназначения действий есть три варианта: одинарный, двойной и тройной тапы. При всем при этом теперь в наушниках можно сделать полноценное управление всеми функциями мультимедиа, выбирать больше не придется. Лично я свои T8S настроил вот так. Одинарное касание, как по мне, очень удобно отвечает за регулировку громкости, на правом наушнике в плюс, на левом в минус. Двойной тап по любому из них во время воспроизведения музыки позволяет поставить трек на паузу или возобновить прослушивание, а в режиме звонка по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. Если удерживать палец на сенсоре в течение 1,5 секунд, то можно переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. И вот конкретно данный жест зашит на постоянку, и его переназначить нельзя. Тройное касание на обоих наушниках, в моем случае для демонстрации возможностей, отвечает за разные функции. Левый наушник вызывает голосового ассистента, а правый активирует встроенный игровой режим с низкой задержкой. При его включении и выключении в наушниках издается специальный сигнал: 2 раза режим включен, 3 раза выключен. Как это бывало во всех последних наушниках от QCY с подобной опцией, она реально работает. Задержка в PUBG Mobile становится минимальной, и лично по моим замерам при активированном игровом режиме ее значение составляет 60-62 миллисекунды, в то время как без него она увеличивается в 2-3 раза. По работе с YouTube вопросов вообще никаких, видеоролики можно смотреть с комфортом и без проблем, на слух звук от видео не отстает. Также одно из важных изменений претерпел и звук, работу провели как надо, здесь отдаю должное, QCY молодцы. Да, наушники немного за это поплатились, но играть стали громче и самое главное лучше. В моем тесте автономности на 100% громкости, и здесь я уточню, на самой полной громкости и в наушниках, и в смартфоне, они отыграли 2 часа и 54 минуты. Дело все в том, что пока ты не повесишь регулировку громкости на жесты, ты не узнаешь, что она из коробки стоит примерно на уровне 80%. Так что прежде чем расстраиваться по этому поводу, сначала навали волюме в приложении. Что же касается непосредственно звука, то он определенно преобразился. Кодек AAC свое дело знает хорошо. По крайней мере, у меня на руках имеются обе модели, и в сравнении с обычными T8 звук прибавил в объеме. Но насколько я знаю, сейчас и обычная 8-я модель в новых ревизиях стала поддерживать второй аудиокодек. Но мои наушники T8 на борту имеют только один. И вот при таком раскладе частотная картина явно стала интереснее. Баса как для вкладышей здесь вполне достаточно. Его и в принципе было достаточно в T8. Он не перемешивается с серединой, хоть и последняя немного утоплена вниз. При всем при этом звук в данном диапазоне очень сочный и имеет свою характерную глубину, отчего и создается тот самый эффект объема. Вокал и инструменты этого регистра звучат просто замечательно, но и высокие частоты здесь также на должном уровне. Их четкость и резкость придает композиции больше детальности. В общем, со звуком поработали очень хорошо, и лично я этим параметром теперь доволен полностью.
Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках. Тестов на этот раз я сделал больше, чем обычно, так что надеюсь, тебе будет интересно услышать результат. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T8S. Вот таким образом они звучат в тихой комнате. Здесь у меня абсолютнейшая тишина. И, собственно, вот так вот тебя будет слышать собеседник, если ты с ним будешь разговаривать по вот этим вот наушникам. Ну вот в такой же вот комнате, в какой-то тихой. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T8S. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду по традиции открывать окна, создавать сквознячок вот таким вот образом. Сегодня прям погодка нелетная, снег везде выпал, это просто пипец. Но тем не менее мы сейчас с тобой проверяем наличие шумодавов в данных наушниках и, собственно, общую их работу при вот таком вот шуме в машине, который создается вот этим вот сквознячком. Вот как-то так они работают. Ну и по традиции еще один тест с печкой. Сейчас прибавляю ее на двоечку, на троечку и на четверочку. Максимум шума мне выдает печка, максимум выдувает тепла. И вот так вот работают микрофоны в таком сценарии использования. Можешь, в принципе, прикинуть, как тебя будет слышать собеседник, когда ты будешь ехать в машине, обогреваться зимой на полную и разговаривать по вот этим наушникам. Так, ну и еще один тест работы микрофонов я решил замутить. Ну и совместил это еще замечательно с шапочным тестом. Вот так вот они выглядят в шапке. И вот так звучат микрофоны, когда ты будешь идти и общаться, собственно, по улице. Машины здесь практически не ездят, но тем не менее спальный район, понятное дело. Вот так вот работают они на улице. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Наушниками можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, оставив второй на зарядке. Во время воспроизведения музыки переподключение с одного на другой при необходимости происходит бесшовно. На этот раз в QCY решили не вводить людей в заблуждение и указали реальный интерфейс подключения в виде Bluetooth версии 5.0, хотя именно сейчас я уже был готов протестировать наушники и на 5.1. Никуда не делись и датчики автопаузы, их расположение осталось на прежнем месте и по моим ощущениям их работу сделали чуть меньше чувствительной. Оттого, когда поправляешь наушник в ухе, они не срабатывают на паузу, но тут смотря еще как поправлять. В любом случае посредством приложения их работу можно отключить отдельным рычагом. На момент выхода этого ролика практически все меню приложения для этой модели на китайском языке, но думаю в ближайшее время как минимум английский для них завезут, по крайней мере хочется в это верить. По стабильности связи скажу так. В связке с моими смартфонами Mi 9SE и Poco X3 NFC наушники работают прекрасно. В квартире прошибают через две стены и балконную дверь, а на улице замечательно себя ведут в общественных местах и транспорте. Сейчас холодно и я хожу в длинной куртке с телефоном в кармане штанов. И вот при таких раскладах никаких даже мелких обрывов во время их использования я не ловил. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что с моделью T8S в QCY явно проделали хорошую работу над ошибками, опираясь на фидбэк пользователей. Добавили игровой режим, которого многим не хватало, допилили звук и лично по моим ощущениям наладили нормальную работу микрофона. Таким образом, на данный момент я могу смело отдать этим наушникам титул лучших бюджетных вкладышей стоимостью до $25. Ну а покупать их в конечном итоге или нет, решать уже только тебе. Я же постарался максимально подробно и за короткое время все про них рассказать. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.